Всем привет! На своем садовом участке я решил построить большую металлическую красивую беседку. Но беседки пока еще нет, но зато есть необычный фундамент на ПНД трубах. Собственно, об этом фундаменте и пойдет речь в этом видео. О его конструкции, сколько это стоит и так далее. Вообще видов фундаментов бывает превеликое множество. Ленточный, столбчатый, монолитный, винтовой и так далее. Собственно, выбор фундамента зависит от местности, где вы проживаете, и от грунта, на котором делается фундамент. Мне в каком-то смысле не повезло. Во-первых, я живу в Сибири, а глубина промерзания здесь более 2 метров. Во-вторых, грунт здесь глина и суглинок, и значит его сильно пучит в зимнее время. Ну и в-третьих, здесь очень высокий уровень грунтовых вод. Итак, начинаем с того, что покупаем бруски 30 на 40 и нарезаем их длиной по 70 сантиметров. Под мой фундамент нужно 28 брусков. Потом запиливаем их под клин, чтобы было попроще их втыкать в землю. Также готовим перемычки для обноски. Для этого нужен брусок 40 на 20 и обрезаем их примерно по 40-50 сантиметров. Всего их нам надо 14. После этого мы можем устанавливать обноску. Для этого нам нужно в земле сделать крестообразные вырезы, чтобы туда вбивать колышки нашей обноски. Далее устанавливаем оси нашего фундамента. Сначала устанавливаем основную ось, которая будет являться ориентиром относительно дорожки или соседнего забора. Относительно этой оси мы уже в дальнейшем и будем строить все другие наши оси. Далее натягиваем капроновую нить, она будет являться, собственно, осью нашего фундамента. При желании капроновую нить можно сдвинуть чуть правее, чуть левее, ну и тем самым точно задать нужное положение. Далее устанавливаем еще две обноски, которые будут тут установлены под углом 90 градусов к нашей первой оси. Натягиваем ниточку и по теореме Пифагора находим угол в 90 градусов. На пересечении двух осей вбиваем арматурные колья и промеряем диагонали, длину, ширину относительно вот этих вот наших кольев. Аналогичным образом строим оставшиеся оси. Главное контролировать, чтобы диагонали были одинаковые. Ну и устанавливаем оставшиеся горизонтальные и вертикальные обноски, ну и натягиваем оставшиеся оси. Для того, чтобы получить горизонтальный уровень, я воспользовался лазерным уровнем и спичными коробками. На спичных коробках нанес в середине линию, установил их на обноске. И когда наступила ночь, включил лазерный уровень и молоточком подбивал наши обноски и тем самым выставил уровень обноски прямо по горизонтали. В результате все получилось идеально ровно. Так как на моем участке очень часто бегают дети, защищаем наше сооружение такой вот защитной лентой на всякий случай. Фундамента. Теперь нам нужно установить центры осей скважин. Для этого мы от краев отступаем в середину будущей трубы. В моем случае трубы 16 сантиметров, поэтому отступаем по 8 сантиметров. Ну и передвигаем оси на эту линию со всех сторон. Пока занимался разметкой, мне в голову пришла идея усовершенствовать мой бур. Я решил установить колечко, чтобы можно было вбить арматуру, а бур насаживать на это колечко. Тем самым он будет очень точно вгрызаться в лунку. Вот получился результат. Забегая вперед, я еще скажу, что я от ручек бура отрезал по 5 сантиметров, так как длина была несколько большой. Далее берем арматурные штыри и вбиваем их в центр осей.
Далее снимаем оси, чтобы они нам не мешали. И начинаем копать прилямок, чтобы бур мог сразу вгрызаться в землю и не цепляться за корни. Далее насаживаем бур на нашу арматуру и начинаем бурить. После того, как задали буру направление, арматуру мы можем уже убрать. В процессе копки грунт лучше выкидывать в тележку и потом увозить, чтобы не пачкать вокруг. На глубине 1,5 метра появилась вода. Это вот, собственно, грунтовые воды. Мы продолжаем копать дальше. Надо сказать, что процесс копки довольно тяжелый. Мне за день удавалось выкопать полностью 4 скважины. Как я уже говорил, у меня на участке суглинок, и вот эта масса, которую мы вытаскиваем буром, она похожа на такую вот сметану. Ну, конец нашей скважины заканчивается на глубине 3 метра. Пока мы копаем такую глубокую скважину, естественно, края у нее внизу осыпаются, но это и хорошо. У нас появляется уширение, и когда мы зальем бетоном эту скважину, она будет довольно очень прочная. Ну, со скважинами мы закончили, пришло время арматурного каркаса. Для этого я сделал вот такой вот стапель, взял 2 планки и вкрутил шурупчики, потом срезал у них шляпки, и получились такие направляющие для арматуры. Можно уложить арматуру, она будет лежать ровно. Отрезаем нужные нам перемычки и, собственно, сварим наш арматурный каркас. Ну и все материалы: ПНД трубы, арматура, щебенка и так далее, все обошлись в 15 000 рублей. Я думаю, что для фундамента это довольно-таки нормально. Сначала варим арматуры все с одной стороны. Длина арматурных стержней получилась 2,6 метра. Далее подкладываем уголок и привариваем арматуру крестом. Привозим ПНД трубы для нашего фундамента, то есть это у нас получились 16 трубы, ну всего у нас 12 труб. Вот так примерно будет выглядеть наша скважина, то есть бур — это пробуренное отверстие в земле, ручка бура — это поверхность земли, первый колышек — это глубина промерзания,
Второй колышек — это, собственно, длина нашей сваи. Займемся бетонированием. Для этого засыпаем в каждую скважину по 2 ведра щебенки и плотно их трамбуем. Устанавливаем наши ПНД трубы на такие вот приспособления и натягиваем оси. Выравниваем наши трубы по горизонтали и по вертикали. Внутрь этих ПНД труб вставляем наш металлический каркас и, в принципе, можно бетонировать. Бетонный раствор я делал в пропорциях 1 часть цемента, 2 части песка, 4 части щебня. Возможно, у вас есть какой-то другой рецепт бетона. Я не претендую на то, что мой рецепт именно правильный. Бетон удобнее всего заливать маленькой лопаткой. То есть сначала заливал большой лопатой, потом сделал небольшой совочек, им гораздо удобнее стало заливать. Ну и вот такой получился результат. Столбы стоят как вкопанные. Довольно все получилось удачно. Если вас интересует дальнейшее продолжение проекта, подписывайтесь на канал. Ну, всем удачи, пока.